Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем делать антикор порогов, но не внешней стороны, как с внешней, наверное, каждый знает, там составом промажете и все, а внутри, внутренней части порогов. На своем Форде я уже делал, это уже, наверное, года 3 назад, 4. Что нам для этого надо? Ну, во-первых, состав. Каким делаю составом я? Что я обычно делаю? Да, я покупаю так называемый пуш-сало. Да, ну вот он называется пушечная смазка. Пуш-сало наберете, знаете, там любое. Да, вот я покупаю такое. Конечно, это не советское, это современное, скажем так, похуже, но вполне нормальное. Советское, которым танки на 50 лет консервировали. Такой тоже можно найти, но оно стоит, конечно, других денег. Ну и это у меня консервант Мовин. Или берете обычный Мовин. Делаем состав, размешиваем и заливаем внутрь порогов. Единственное, что чтобы залилось хорошо, да, надо будет разбавить бензинчиком. Бензинчик вытрет. Ну, я покажу в процессе. Итак, что сейчас я буду делать на Сандеро 2. Как я уже говорил, на своем Форде я уже сделал. Вот, скажем, мой порог, да, я когда сделал внутри. Нам нужно закачать внутрь этот состав. Пробовал я, честно говоря, делать какие-то отверстия, вот где выходит на дверь электропроводка, вытаскивать, через нее заливать. На Рено тоже такая же есть заглушка. Вот она, да, вот идет у нас, ну, электрика, да, идет, а вот вообще заглушка стоит. Конечно, можно извратиться и сделать через нее, но здесь вот буквально там 2-3 миллиметра и стенка, и внизу, по крайней мере, на моем Форде так, здесь стоит поролон вот так вот, ну, шумка стоит, да, заводская, и состав не уходит. То есть я пробовал, как я уже говорил, делать, ну, через вот это отверстие, да, ну, не получалось, короче, у меня, короче, получалась фигня. Что в итоге я сделал? Я взял коронку, высверлил вот в этом месте, ну, вот на другой стороне тоже, отверстие. Купил в магазине, обычном магазине автомобильном, да, вот такие заглушки пола, ВАЗ-2110. Ну, больше шире я не захотел брать, некрасиво, а маленькие течь будет все равно очень хорошо. И заливал через это вот отверстие. То есть заливаем состав, как я уже сказал, разбавленный бензином, да, бензин испарится, и он будет твердый. То есть надо залить, покататься, там, чтобы оно все, говорится, смазало, да. После этого, ну, можете открыть, если на ночь ставите заглушку, лучше даже будет бензин испариться. Да, конечно, могу сказать, дискомфорт есть, потому что дня 2-3 будет запах бензина. В машине не сильный, но будет. Но, когда вы ездите, тормозите, гоняете, повороты все внутренние, как говорится, все внутренние площади смазывает и покрывает составом. А потом я уже, ну, скажем так, это отдельного видео не заслуживает. Раз в год что я делаю еще дополнительно? Я сюда же заливаю такой же состав, только чтобы был пожиже. Я его не бензином добавляю, а добавляю просто масло. Ну, я купил там обычное минеральное масло, не отработку только, конечно, да. Оно, получается, жиже течет. Я небольшое количество наливаешь туда. И он, как говорится, там в процессе езды телепается, потом там в течение времени, конечно, оно начинает густеть. И, так скажем, раз в год делаю. Вот так, итак, приступим. Что нам надо сделать? Нам надо на Рено сейчас просто головкой высверлить вот такие вот под эти вот заглушки, отверстия. Я взял коронку, ну, это коронка по дереву, но, в принципе, здесь металл не слишком толстый, как мы знаем, да, в машинах. По крайней мере, у меня на Форде прекрасно взяло. Единственное, что видите, взял другое сверло покороче, нестандартное, которое наживляется, он выступает немножко, потому что там вот в этом месте за порогом
Дальше еще идет ребро, чтобы мы его, как говорится, сверлом не зашли. Нам же не надо глубоко. Подобрал по диаметру коронку этого заглушки. Сейчас будем сверлить. Ну, где-то вот здесь. Вот так она будет выглядеть у меня. Я думаю, наверное, вот здесь вот нормально. Тут я даже не знаю. Ну, можно, конечно, попробовать и здесь. Каждый, посмотрите как. Ну, здесь, конечно, уже будет не очень. Ну, вот здесь, наверное, где-то вот так вот сделаем. Смотреться будет вполне гармонично. Ну вот я высверлил отверстие. Кстати, нужно, конечно, посмотреть, что у нас там. Не видно, да? Вряд ли там что-то сильно промазано. Так, ну вот, прикидываем, как оно у нас будет. Кстати, тут нет никаких ребер. Я посмотрел, у меня на Форде были, здесь не были. Так что можно брать нормально. Сверло не короткое. Ну вот я засунул. Вот так это будет выглядеть. Вполне нормально. Ничего страшного нет. Сейчас будем готовить состав и заливать. Вот получился вот такой состав. Это без бензина, да? Он, конечно, тоже жидковат. То есть вот таким составом я обрабатывал днища, скрытые там, арки порога. Он потом с каким-то течением времени он начинает ну, немножко гуще становиться. То есть получается такая густая пленка. Не как мовиль, а пожестче. Кстати, можно, кто-то мог написать, наверное, что можно же мовиль налить. Зачем придумывать всякую? Купил мовиль, налил. Ну, не знаю, мне как-то доверие больше смесь мовиля и пуш-сала. Вот, тут не знаю, у меня много знакомых, которые в армии служат, так они говорят, там пуш-сало, которое, ну, естественно, там армейское совсем другое, его, конечно, если можно найти, там цены немеренные, ну, оно, конечно, вообще, как консервант очень хороший. Но, с другой стороны, если будете, например, что-то обрабатывать, да, какую-то поверхность, да, он от воздействия окружающей среды полностью, от реагентов он обезопасит. Но если у вас уже были следы коррозии там, и вы намазали поверх ржавчины, то, конечно, ржавчина будет под ним прекрасно развиваться. То есть, если вы где-то мажете свое место другое, не обязательно сюда заливаете. Надо очистить хорошо от ржавчины. Ну, в общем, сейчас разбавим бензинчиком и будем заливать. Вот, кстати, нашел я в загашниках такую конструкцию. Была у меня сделана. Ну, это от омывалки какая-то, кусочек трубочки. Видите, я вот наливал. Вот так я вставляю в отверстие, которое мы сделали. Ну, раскрепляю, чтобы она держалась. И лью. Так, сейчас разбавим, мы будем уже заливать. Вот, готовить тут поставил. Пакеты старые, чтобы не заляпать. Скрепил свою конструкцию. И сейчас будем заливать. Жидкость, так что она течет. Ну, где-то вот я разбавил на 2 порога. Значит, нам половину надо будет влить. Примерно половину, да, мы вылили. Сейчас подождем, пока она вся стечет туда. Вроде как и нет, она жидкая, но подождем, чтобы она стекла сутки. И будем убирать. Ну вот я закрыл пробочкой. Сейчас буду вторую сторону делать, но сначала сниму, покажу, насколько камера, скажем так, захватит, что там изначально, да, потому что там какой-то слой маслица вообще тонкий, да, идет с завода, я не знаю, там промазан, насколько он там, я там проволочкой пошелестил, там белые полоски, видите, вообще миллиметровые. И сколько, сейчас сниму опять и сниму, забыл снять, сколько здесь, то есть слой явно выше.
Но заметно там будет желтенькая, а здесь черная. У тебя здесь все черное, все залито. Но, как вы заметили, да, слой все равно невысокий. То есть он поднялся, но невысокий. То есть получается такая вот планочка, он там выше. Вот. Ну, понятно, что по объем порогов, я не знаю, наверное, вообще тут литров 10, наверное, по площади. То есть много сделать надо. Но я сразу вам, помните, в начале, да, видео сказал, что этот состав, который с бензином я делаю, для чего? Чтобы он закупорил все отверстия. То есть, когда поездите, особенно отверстия, конечно, внизу, да, когда сварка идет, потом крепление порога, тоже, ну, там крепятся пластмассовые такие выходы, видели. Так вот этот состав, он закупорит возможные швы, отверстия, ну, короче, низ порога, ну, а тут обычно ржавеет. А потом, как я уже говорил, да, раз в год я начинаю состав подливать, да, только вместо бензина добавляю масла обычного, моторного, ну, недорогого, дешевого. И оно там жидкое, ну, в течение времени, конечно, густеет, но жидкое, оно все время ходит по стенкам. Постоянно добавляйте в течение времени, и, во-первых, наполнится все, а во-вторых, жидкое будет больше смазывать стенки. Ну вот все, что я хотел сегодня вам рассказать о том, как сделать, скажем, антикор, да, ржавчину внутренней части порогов. Всем спасибо за внимание, пишите в комментариях, может, какие у кого мысли появились, как, может, кто-то делает сам, по-другому. Всем пока.